Привет, друзья! Это канал Илон Маск. На прошлой неделе мы перевели для вас интервью Аксель Шпрингер с Илоном Маском. Не забудьте его посмотреть. И если видео понравится, то вы всегда можете поддержать нас на сервисе Boosty, за что мы будем очень благодарны и продолжим иметь возможность сделать новые и новые переводы. Ну а в этом дайджесте Tesla прекратит принимать заказы, Tesla танк и суды над Илоном Маском. Начнем с Tesla и приятных новостей. За последний год Tesla сильно увеличила мощности по переработке аккумуляторов. В 2021 году компания переработала на 13% больше никеля, меди и кобальта, чем год назад. А всего из аккумуляторных батарей компания восстанавливает 92% материалов. При этом сейчас большинство батарей для переработки поступает из отделов исследований и контроля качества Tesla, а не от потребителей. Но не из-за того, что тесловоды какие-то особенно безответственные и выкидывают старые батареи на свалку, а потому, что батареи слишком долго не выходят из строя. Тем временем в США стоимость зарядки на суперчарджере прилично подросла, причем во всех штатах сразу. Плюс почти 20% к прежнему ценнику штука не самая приятная, но зато к североамериканским станциям скоро добавят разъемы CCS. А это значит что? Правильно, что вскоре на суперчарджерах смогут заряжаться и автомобили других производителей. В недавнем интервью, перевод которого мы выпустим уже на этой неделе, Илон Маск предупредил, что Tesla может прекратить принимать заказы на некоторые автомобили. Спрос намного превышает текущий уровень производства, причем это даже не связано с проблемной цепочкой поставок. Сейчас невосстановленные постковидные поставки – головная боль для всех автопроизводителей, но у Tesla спрос превышал предложение задолго до начала дефицита. Илон сказал, что некоторые сроки ожидания могут достигать года, так что Tesla может временно перестать принимать заказы. Безусловно, приостановка приема новых заказов – это не очень приятно для покупателя, но Илон Маск и Tesla предупреждают об этом заранее. Благодаря глубокому анализу внутренних цифр компании, они не ставят своих клиентов и подрядчиков в неудобное положение. Все заблаговременно в курсе ближайших планов. Чтобы использовать такой подход, бизнесы, банки, ритейл, телеком и другие компании привлекают аналитиков данных. Получить эту профессию можно с нашими друзьями из сервиса онлайн-обучения цифровым профессиям Яндекс.Практикум. Начать обучение можно бесплатно, и в случае, если вам понравится профессия и подойдет формат, то продолжить его на платной основе. За 6 месяцев вы сможете освоить весь необходимый инструментарий и претендовать на работу с зарплатой от 60 тысяч рублей на старте, и при росте опыта и стажа будет расти и оплата труда. Программа обучения постоянно обновляется, исходя из запросов индустрии и работодателей, поэтому твои знания будут актуальными. Обучение проходит в онлайн-формате, которое на 75% состоит из практики. Все задания студенты отрабатывают на тренажерах, потом приступают к реализации проектов, как учебных, так и реальных, от бизнес-заказчиков. Из них студент формирует свое портфолио и приступает к поиску работы. В этом ему помогают специалисты карьерного центра. Исследование Высшей школы экономики подтверждает, что 78% выпускников сервиса успешно трудоустраивается на новую работу в течение 4 месяцев по окончанию обучения. После выпуска вы научитесь работать с данными с помощью SQL-запросов, создавать дашборды с помощью Tableau, проводить АБ-тестирование для проверки гипотез и помогать бизнесу принимать решения на основе данных, как это делают сейчас в Tesla и в тысячи других компаний, в которых нужны аналитики данных. Освоить новую профессию поможет Яндекс.Практикум. Переходи по ссылке в описании. А вот касательно того интервью, о котором мы упоминали выше, в нем Илон Маск также сказал, что Tesla не планирует поглощать другие автокомпании, но может купить горнодобывающую. Вообще, Tesla предпочитает строить завод с нуля, а не модернизировать его для своих нужд. По словам Илона, Tesla не особо хочет кого-то покупать, но стоимость основных минералов для производства аккумуляторов ниже не становится, так что в случае добычи руды покупка готовой компании ускорит переход к устойчивой энергетике. Наконец, перефразируя великих, не новость, но событие. Ребята с канала Real Life Guys превратили Model 3 в электротанк. За 4 недели электромобилю добавили гигантские гусеницы и 6-тонную лебедку. Хорошо бы все танки были такими экспериментальными экспонатами для музеев и ни для чего иного. Погнали к SpaceX. На этой неделе SpaceX превзошли самих себя. Запуски Starlink 4.13 и 4.15
19 состоялись с разницей меньше суток. В каждой миссии Falcon 9 отправила по 53 спутника. А представьте, что начнется, когда Starlink начнут запускать на Старшипе. Кстати, компания уже готовится к этому. В прототипе Starship S-24 появилось отверстие, которое подозрительно напоминает механизм диспенсер для выпуска спутников. Сам прототип поместили в ангар для полной сборки, а корпус состыковали с обтекателем. На площадках SpaceX идут и другие процессы. Команда починила смятый топливопровод прототипа Super Heavy B7 и провела повторные криогенные испытания. Также команда почти завершила строительство ангара вертикальной сборки, поняла, что к нему уже можно привязываться, и дала ему имя Mega Bay. По идее, через месяц ангар будет готов на все 100. Илон Маск сообщил, что Starlink до сих пор не удалось взломать или заглушить, несмотря на постоянные попытки, угадайте, с чьей стороны. У Starlink все настолько хорошо, что в Министерстве обороны США вновь посмотрели в его сторону. Особенно министерство заинтересовало стойкость системы против попыток взломать и заглушить связь. Также Starlink стал доступен в Венгрии. SpaceX разослала электронные письма всем, кто оставлял заявку на подключение. Пользователи могут рассчитывать на низкую задержку и скорость загрузки до 250 мегабит в секунду. Экипаж миссии Polaris начнет подготовку к первому в истории выходу гражданских лиц в открытый космос уже в мае или июне. Сама программа Polaris — это смесь космического туризма и развития технологий. Программу финансирует миллиардер Джаред Айзекман, знакомый нам по миссии Inspiration 4. Как и в прошлый раз, миссия поможет привлечь внимание к благотворительности. Программа Polaris тоже будет связана с детской больницей St. Jude. Судя по всему, нас ждет масса интересного. Например, выход в открытый космос прямо из капсулы Crew Dragon и дебют специального скафандра SpaceX для открытого космоса. Ну и в конце про Илона Маска. Илон Маск снова страдает от действий своих собственных шаловливых пальчиков в Твиттере. Судья Эдвард Чен определил, что твиты Илона Маска в 2018 году о обеспеченном финансировании выкупа Тесла были неточными и безрассудными. Для судящихся с Маском акционеров это большая победа, но дело еще не закрыто. Во-первых, адвокаты Илона уже подали ходатайство об отмене решения суда. Во-вторых, суду еще предстоит определить, был ли причинен какой-либо ущерб. Вообще, вы только вслушайтесь в эти слова. Ущерб твитами. Звучит как сюр, но мир сошел с ума минимум года 2 назад, так что мы уже даже как-то устали такому удивляться. Тем временем Илон Маск написал в Твиттере, что сделка о покупке соцсети временно приостановлена, пока он ждет предоставления данных о доле поддельных аккаунтов. Илон не поверил, что доля фейковых аккаунтов в Твиттере составляет менее 5%. Чтобы выяснить это, моя команда проведет случайную выборку из 100 подписчиков, написал Маск. Почему он не подумал об этом перед покупкой? Да потому что полагался на точность публичных документов Twitter, а выяснилось, что не все так просто. Позже Илон добавил, что все еще стремится к покупке соцсети, а выборку из 100 случайных аккаунтов объяснит тем, что Twitter именно так проводит свой анализ. В итоге Илону Маску позвонили из юридической службы Twitter и заявили, что он нарушил их NDA, раскрыв размер выборки для проверки ботов. Опять звучит как какой-то сюрный прикол, но нет. Ну и добьем поток сюра, поддав желтушного кринжа под конец. Российская модель Анастасия Решетова, которая также известна как бывшая девушка Тимати, который также известен как друг Рамзана Кадырова, который также известен как друг Михаила Галустяна, который также известен как друг Гарика Мартиросяна, который вроде бы не имеет никакого отношения к Анастасии Решетовой. Так вот, она планирует подать в суд на Илона Маска, потому что ей никто не привез кибертрак. Модель планирует вернуть всего лишь 5 миллионов рублей, а то ей в компании никто по возврату средств не отвечает. Кто-нибудь скажет ей или понаблюдаем пока? Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Пора бы уже до 420 тысяч подписчиков дойти, а то как-то не канонично. До скорого!